Всем добрый день, дорогие подписчики, дорогие гости канала. Рада вас всех видеть. Что ж, сегодня я с вами хотела поговорить о ваших результатах, о ваших эмоциях и впечатлениях, когда именно вот все, да, вы получили то, что вы всегда хотели. Вы помните, что мы с вами звезды рисовали, да, то есть мы с вами рисовали цели, мы с вами, то есть вот эти вот все работы, ваша финансовая цель, ваши ежемесячные доходы, мы с вами проделали большую работу. И сегодня я взяла специально маленький лист, да, потому что такая работа займет очень много времени. И вы это проработаете сами, если хотите, на большом листе, да. Я сейчас взяла половинку листа А4, чтобы было не так уж и долго. Вот, итак, мы так и напишем тему «Мои результаты». Или можете написать «Мои желания исполнены». Я, как всегда, указываю обязательно свои эмоции и благодарность. Сейчас я поставлю таймер на 2 минуты. Вас при этом я попрошу написать все то, что вы будете делать, когда ваша финансовая цель будет достигнута. Ваш образ жизни, как вы живете, что вы кушаете, что вы делаете, где вы отдыхаете, на каком диване вы лежите и какие каналы смотрите. Ну, про каналы это грубо говоря, но идею вы поняли. Итак, я ставлю таймер, пишем первое, что приходит в голову. Разогреваем нейрончики. Осталось 27 секунд. Заканчиваем, звонит таймер. Посчитайте, пожалуйста, свои слова и посмотрите, может быть, что-то для вас неожиданным здесь оказалось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37 слов. Вы знаете, по себе могу сказать, что немного у меня слов каких-то, которые меня шокируют или там вызывают какие-то, вызывает что-то удивление, потому что вряд ли мой стиль жизни, он как-то сильно поменяется, да. Точнее, нет, поменяется, конечно, при достижении
таких финансов, да, как я загадала. Но сама жизнь, да, то есть вот что я буду делать, когда мои желания исполнятся. Честно, я буду коллекционировать гражданство разных стран. Вот, у меня есть такая мечта тоже. Я буду жить в разных странах, но при всем при этом я каждый день, да, точно так же, как и сейчас, буду чувствовать счастье, буду чувствовать любовь, буду здорова, буду со своей семьей, да. Вот, но одно из моих желаний, вы же помните, да, я просто хочу вот эту вот кучу денег, обняться с ней и лежать в обнимку. То есть не то, чтобы она мне нужна прям остро, да, она мне остро нужна, но я знаю, как с ними жить, да, и побегу ли я там, я не знаю, частные джеты брать, нет, не побегу, я считаю, у них смысла нет, да, то есть, ну, все мои действия останутся такими же, просто вот мне будет хорошо и тепло на душе, лежа с ними в обнимку на нашей роскошной кровати. Итак, почему я выбрала эту тему? Все мои желания исполнены, да? Все мои цели достигнуты. Вы могли как-то по-своему это переформулировать. Все просто, потому что когда вы наглядно увидите на листе, в данном случае бумаги, то, что ваши желания исполнены, цели достигнуты, тогда вашему мозгу будет проще это понять. И сейчас я хочу, чтобы вы увидели ту жизнь, которой вы будете жить, когда все произойдет. Если вы будете излучать в мир, будто ваши желания уже исполнены, цели достигнуты, да, тогда они притянутся быстро. Я понимаю, что кто-то мне недавно написал, нейрографика и так работает, не надо верить. Да, все работает, но другой вопрос, вы хотите месяц ждать или вы хотите это все завтра? Ну, понятное дело, я утрирую, говоря там месяц или завтра. Если вы используете все средства по максимуму для достижения ваших целей и исполнения ваших желаний, значит, они быстрее сбываются. Итак, намечаем нашу себя, да, вот тоненько, 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 аккуратненько. И вот она, наша звезда, которая была на достижение наших целей. Тоже тоненько, тоненько как-нибудь. Вот. А теперь, вот она наша звезда, можете ее выделить, даже поярче, чтобы вы не забывали, что у вас есть цель. Эта цель внутри вас, и вы к ней идете. Вы делаете все, что от вас зависит. Треугольники, звезда, кому больше что нравится. Сейчас я на звезде все больше как-то со звездой все больше работаю. И теперь все то, что вы написали очень-очень быстро, вот этот ваш образ жизни, очень-очень быстро набросали ваши исполнившиеся желания. То, как вы живете. Может быть, где-то побольше, может быть, где-то поменьше, очень-очень быстро. Можете примериться где-то, да? Чувствуете, да, у вас эмоции сейчас вроде как и вдохновились, да, но вроде как и горит где-то, что-то внутри подтрясывает, какой-то прям эмоции зашкаливают. Такое бывает, такое случается, это вполне нормально. Теперь выберите круг, почувствуйте тот, да, с которого вы начнете, да. Наверняка это будут у вас какие-то путешествия. У меня моя коллекция паспортов, хотя вот видите, у меня рука все равно тянется к тому, который пересекается со мной, с моей целью, да.
А у меня почему-то он выходит так, будто это моя семья, да, и вот наши впечатления. И вот хочется его пронейрографировать немножко. Спрашивайте себя, про что мне это? Что вы ощущаете? И вот знаете, когда я начинаю округлять тот круг, который, по моему мнению, у меня, да, связан с моей семьей и теми ощущениями, которые вызывают у меня а, не новизну, да, а восторг, вот у меня такая улыбка на лице появляется, да, то есть я начинаю счастливой быть, как воздушный шарик, и мне так хорошо на душе, мне так тепло. То есть для меня это важно, и я знаю, что моя семья будет очень рада, если если к нам придет вот этот вот еще один дополнительный источник дохода в таких размерах, да, я вот вам говорила, что я желаю, очень желаю 100 тысяч долларов в месяц от YouTube. Это не фактически, это и есть пассивный доход, да, который, даже если я не буду вести канал, он уже ко мне будет идти просто потому, что это есть в памяти YouTube. Вы всегда можете найти эти видео. Подумайте, про что это вам. Я хочу путешествовать со своей семьей. Я хочу каждый день, каждое мгновение своей жизни ощущать все то, что я с ними и без того ощущаю, всю эту любовь, всю эту радость, восторг. Я очень люблю новые впечатления, новые ощущения, новые эмоции. И я думаю, посмотреть акул на большом барьерном рифе в Австралии, это доставит удовольствие каждому из нас, да, прям вот подумайте, про что вам этот круг. Выбирайте тот, который вам откликается. Если кто-то еще не начал или кто-то будет смотреть в записи, пожалуйста, можете использовать простой карандашик, чтобы наметить вот себя и нашу цель, да, то есть не как я маркером, да, чтобы не путаться, но надеюсь, вы все поймете. Просто мне сразу маркером удобней. Прям вот проработайте с этим кругом, смело берите А4. Это ваши эмоции, это ваши впечатления, когда вы сейчас, к тому же новолуние, такое кармическое солнечное затмение, да, наступило. Мы сейчас находимся в коридоре затмений, так что отлично будет, если вы все это проработаете, все ваши эмоции и впечатления оставите на бумаге, увидите наглядно своими собственными глазками, что все это есть. Поверьте мне, ваши мечты сбудутся в разы быстрее. Да, этот круг у меня однозначно был про семью. Я думаю, у многих из вас
на первом месте все-таки было здоровье, да. Об этом никогда нельзя забывать, нужно помнить, потому что вряд ли вам понадобится большой барьерный риф, если вас уже не будет в этом мире. Да, поэтому здоровье мы всегда выбираем в первую очередь. И вот теперь пусть он заиграет еще большими красками. Вот как будто вот такие вот фейерверки, да, идут. Может быть, как вот знаете, от солнца, фотографии солнца, да, из космоса отлетают вот лучики. Так же и у вас. Также у вас лучики должны сейчас улетать далеко-далеко-далеко. Вот вся вот эта любовь, которую я питаю, ну вот я про себя говорю, да, что я думаю об этом круге, вся вот эта любовь, которую я питаю к своей семье, ну она просто пропитывает меня и распространяется на весь мир вокруг меня. Я думаю, многие люди так могут сказать о своей семье, и это здорово, потому что там, где есть любовь, там есть абсолютно все, поверьте мне. Вот видите, где-то даже кончик звезды поймала. Эта работа сложная, она многослойная, но если вы ее сделаете, поверьте мне, у вас будет такое количество эмоций позитивных, положительных внутри, да, что вам одной работы, в принципе, будет очень достаточно. Вот, где округляется, округляйте сразу. Работа многослойная, работа яркая, но правда, я думаю, что стоило мне все-таки взять простой карандашик. Вот. Но я абсолютно уверена, что у вас все получится. К тому же, если где-то и останется что-то острое, я думаю, что со мной вы уже поняли, что треугольников вам бояться никак не стоит. Да, они выводят из зоны комфорта, но они делают какое-то невероятное чудо. И так, если чудо возможно, почему бы не попробовать, да? Можно и так отреагировать. Фейерверки хороши, у фейерверков также все равно острые лучики уходят. А когда лучики ваши наполнены любовью, благодарностью, они не предоставляют для вас опасности. Будьте спокойны, будьте уверены в этом. Подумайте, посмотрите, пожалуйста, может быть, какой-нибудь еще круг. Вот они, мои паспорта. Может быть, какой-нибудь еще круг нужно проявить и сделать поярче, да?
А зачем мне эти паспорта? Ну, просто мне очень хочется. Я недавно прочитала о том, как люди коллекционируют гражданство, и я поняла, что мне тоже очень хочется коллекционировать гражданство разных стран. Звучит смешно, но, господи, все в детстве кукол коллекционировали. Кто-то машинки, а кто-то фантики, да, а кто-то что-то другое. Вот я хочу в свои 35 коллекционировать гражданство разных стран. Имею на это полное право. Вот такой вот он у меня получился. Тоже сразу округляйте все. Вас не должно волновать мнение, что о вас подумают другие люди. Вас не должно ни в коем случае смущать, не должны никакие внешние обстоятельства. У вас должна быть только твердая вера в том, что все возможно. Только тогда вас ждет фантастический результат. И если вы можете сделать несколько вещей сразу, да, для осуществления своих целей, исполнения своих желаний, пожалуйста, делайте, будет только лучше. Будет лучше, будет быстрее результат, что нам, собственно говоря, и надо. Что у меня еще? У меня вот этот вот круг хочет проявиться, по-моему. Спрашивайте себя, про что мне это, что этот круг мне даст. Что это я такое нарисовала? Это я нарисовала свои путешествия. Мне очень важно, мне должен подходить климат. Во многих странах он мне не подходит. То мне жарко, то мне холодно. Я хочу в одно и то же время иметь возможность сесть в автомобиль и буквально за пару часов оказаться там, где мне вот, ну, хочется быть. Чтобы лететь, нужно было куда-то не 9 часов, а поменьше. Я хочу ходить и на высоких каблуках, и босиком по пляжу. Ну, для этого, конечно, не автомобили, да, мне самолет подойдет больше. Вот, но я сейчас смеюсь, но тем не менее в каждой шутке есть доля правды. И я думаю, вы каждый понял, вот эта вот маленькая сумасшественка есть у каждого из нас. И если вы это хотите, во Вселенной уже приготовлены для вас абсолютно все возможности для того, чтобы это все воплотить в жизнь. Так если у Вселенной есть возможности, почему бы ими не воспользоваться? Пользуйтесь на здоровье. Да, я очень хочу, у меня есть страна мечты, Коста-Рика, я ее безумно люблю, и я хочу какую-то часть в году жить там, какую-то часть в других странах, да. При том, что даже мой любимый океан, он мне подходит не везде, да, то есть есть только 2 места на планете, где мне нравится океан, точнее, не 2 места на планете, а 2 пляжа на планете. Это Интенденс на Сейшелах, и это Плая Джанквилал на Коста-Рике. Поэтому мне очень важно побывать в этих местах, чтобы я чувствовала себя счастливой. Ну, правда, я и без этого счастливая. Но, тем не менее, скажем так, я буду испытывать больше радости. И тоже лучики, фейерверки наши, как угодно можете их назвать. Распространяйте вот эту вот радость исполнившихся желаний.
Ничего страшного, если где-то у вас круги не проявлены, вот как у меня, они достаточно яркие. Мы до них сейчас тоже дойдем. Я хочу, чтобы вы сонастроились со своими желаниями. Вот они уже есть, видите, они воплотились. Да, я когда рассказывала вам сейчас о пляжах, я прям чувствовала свежий бриз на своем лице, я чувствовала всю силу этих волн, которые я так сильно люблю. Может быть, еще где-то что-то. Подумайте, какой у вас круг, чем он вам отдается. Что вот вас зовет в этом кругу. Также хотела вот вам вот этот вот мне почему-то. Видите, он уходит за контур листа. Но лист, вот ваше поле, оно бесконечно, по сути, да. Я могу подложить лист и рисовать дальше, вы можете, да, то есть у вас даже если вы рисуете на А4, у вас вот так вот, да, не влезет в какой-то круг, у вас две опции, либо оно туда дальше идет в бесконечность, либо здесь оно, вы себе в голове представляете, что оно идет, да, либо вы подкладываете листик и дорисовываете. Иногда таких листиков подкладывают очень много. Про что мне это? Я хочу иметь возможность обниматься со своей кучкой денег. Ну вот нравится мне это. Знаете, я помню, только не смейтесь, сразу предупреждаю. Я помню те годы, когда у меня только появились деньги. Я помню, когда я собралась покупать уже свой второй автомобиль, достаточно дорогой, он там стоил 150 тысяч долларов. Причем он был под заказ, у меня он был первый, то есть их там, я тогда в Москве жила, их тогда ездила по Москве всего 5 штук. Автомобили обычные, просто они были новые. Вот, я прям спала с этой денежкой в обнимку, мне очень нравилось. То есть, ну, в конечном итоге я настолько, да, привыкла обниматься с деньгами, что я могу спокойно представить себе любую сумму в голове. Я знаю, сколько они весят, сколько они поместятся. Вы знаете, что 1 миллиард рублей, например, ну, я поднять, например, не смогу. Вот. Он там под 200 килограмм весит. Вот, даже там 400 тысяч долларов влезают в очень большой такой рюкзак, и он достаточно тяжелый, то есть ты с ними просто так не погуляешь. Поэтому у меня есть твердое представление, когда я говорю о деньгах, да, у меня есть твердое представление, как они выглядят, какие они на запах, какие они на ощупь. И что делать тем людям, у кого нет этого представления? Загадайте сумму меньше. Загадайте несколько раз меньшую сумму. Ту, которую вы можете себе представить, ощутить ее вес, ощутить ее аромат. Представьте, вот закройте глазки, та сумма, которую вы можете представить себе, закрывая глаза. Какая она, как она пахнет, какая она на ощупь, да, лучше получить, попросить ту сумму, которую вы знаете, чем ту, которую вы не представляете. Во-первых, дольше будет идти, во-вторых, не факт, что придет. Вот. Попросите несколько раз поменьше, тогда получите в 2 раза больше. Звезда, треугольники, они очень жесткие для кого-то, но они всегда работают. Лучики тоже работают. Здесь у нас цель, я думаю, вы тоже понимаете, что она, несмотря на то, что прячется, ее все равно вот видно отголоски, да, то есть я знаю, что она там, я ее специально, она всегда во мне. А на своем листе, на своем поле я всегда в центре Вселенной своей. И у вас должно быть, по моему мнению, да, давайте я буду говорить так, а то вы мне потом пишете. А вот я слышала, вот мне сказали, вот я на своем канале делюсь своим мнением и тем, что работает у меня.
Поэтому если вам это откликается, пожалуйста, делайте так же, как я. Если нет, то можете кого-то другого слушать. Суть не в этом. Суть в том, что в первую очередь вы забываете о том, что вы тоже личность. И слушать вы должны не меня или кого-то там другого, да, вы должны слушать себя. Вот если вам интуиция подсказывает, что да, там, со мной вам комфортно, пожалуйста, мне очень приятно, я очень тронута. Я очень хочу проявить вот эти вот круги. Видите, он у меня дальше поехал, я его там и оставлю. Если у кого-то круг внезапно расширился, пожалуйста, видите, после того, как исполнилось то, что для меня важно, остальные, которые я еще не знала, для чего мне, про что они мне, они моментально как-то увеличились в размерах. Тоже нейрографируйте все, пожалуйста. Прям ощущайте, дышите этим морским воздухом, дышите этой кучей денег. Летите прямо сейчас мысленно в своей голове, в этом самолете, куда вы там летите. Я не знаю, покупайте тот самый дом, который вы задумали. Обдумывайте ремонт и выбирайте сантехнику в санузел. Выбирайте сейф, который вы установите у себя дома. То есть вы прямо сейчас должны ощущать те эмоции, которые вы будете ощущать, когда оно исполнится. Потому что, почему сейчас вы это должны? Потому что правильно, оно в вашей голове уже исполнилось. Может быть, еще что-то, спрашиваю я себя. На самом деле получается как мандала. Все равно, несмотря на изобилие острых углов, у меня здесь их очень много, я ни звезду не округляла, ни лучики у меня все острием наружу. Но настолько вот у меня ощущение любви меня сейчас переполняет во мне. Про что вот мне этот круг? Какая-то тишина. Ну, тоже что-то хорошее. Знаете, я фонд хочу свой, который будет помогать. Сейчас я почему-то думаю, что этот фонд будет помогать альпакам. Ну, не альпакам, а я желаю действительно создать фонд, который будет помогать животным. Я все-таки за коров, как всегда, но вы можете быть за кого-то другого. Почувствуйте, может, где-то еще вам хочется. Тоже, видите, опять уходит круг за лист. Ну и пусть уходит. Пронейрографируйте его. Все, что можно округлить, округляем, но углы острые не трогаем лучиков наших. Ну, моя кошечка вам поет. Так, ну как-то так. Достаточно много всего на листе. Я говорила вам, многослойная работа, поэтому я специально взяла маленький лист, чтобы вам показать идею. Вот тоже как, ну, что-то неожиданное, хорошее для меня, что я не успела обдумать. Такое тоже нужно всегда оставлять. Ну и вот у меня круг, его нельзя не заметить.
Вот и тут у меня нет лучиков. Если где-то хочется лучиков, добавляйте, да. Но вот как-то особо я его проявлять не хочу, пусть останется тайной, загадкой. Но все эти эмоции, все эти ощущения, которые я испытала, пока вот рисовала всю эту многослойность, я думаю, у вас точно так же. Вот, она уже и без того есть. Вот тоже хочется сразу доделать, да. Что ж, переходим к цвету. Нам немного совсем осталось, поэтому можете брать осознанно, можете брать как вот рука берет, да, все цвета. Все равно ваше подсознание, оно вам подсказывает, что вы хотите взять. Ну, центр Вселенной, как всегда, чего и следовало ожидать. Вы у себя всегда должны быть на первом месте. И вот они, мои лучики, пошли. Почувствуйте, понаблюдайте за своим состоянием сейчас, что вы ощущаете, когда вот стали с цветом, насколько вам стало легче, может быть, чувство спокойствия у вас появилось, может быть, какие-то новые впечатления, да, у вас какие-то новые желания появились, такое тоже бывает, ведь эти же уже исполнились, надо дальше думать, мозг он так устроен. Человек всегда чего-то хочет, это ужасно и страшно, если человек чего-то не хочет, ничего не хочет. Человек всегда должен хотеть, потому что пока он хочет, он стремится и он живет. Тут уже такое количество лучиков везде, что вы, я боюсь, что можете даже не заметить где. Но ваше подсознание помнит все, рисуйте по интуиции. В любом случае, я вам гарантирую, что та колоссальная работа, которую вы сейчас проделали, она уже в вашем подсознательном отложилась, и она обязательно принесет вам самые неожиданные плоды, да, то есть если где-то вы не тот лучик провели, ничего страшного. Если у вас куда-то дальше пошло, тоже не переживайте. Это вполне нормально. Вот они, мои паспорта. Видите, какие-то сразу запоминаешь, какие-то паспорта важны, с ними поездки все, с ними образование. Опять же, обращайте внимание, на что вы там планируете потратить, да, деньги. Деньги-то придут, это не проблема. Вопрос в том, что чтобы не забрали. Вот, поэтому я вам всегда предлагаю об этом помнить, думать и чтобы не забрали, поддерживайте, заботьтесь. Я вам часто даю какие-то подсказки, пишу что-то в Телеграме, пишу в сообществе здесь во вкладке. Читайте, да, например, забота о животных, особенно о коровах. Она гармонизирует ваш гороскоп, да, и наоборот, ваша жизнь. Те люди, которые помогают животным, да, они, например, больше в жизни как-то процветают, да, какими-то моментами.
Но опять же, нельзя ничего делать так, чтобы вот смотрите, я сейчас позабочусь, пошлите мне, пожалуйста, за это благодарность. Так не работает, да? Вы должны твердо знать, что вы там таким образом улучшаете свой гороскоп, и для этого, ну, то есть, вы не должны ждать какую-то благодарность, она априори сама придет. Но просто когда вы начинаете ждать прям, вы усиливаете важность, которую мы, наоборот, всегда стремимся сбрасывать. Излишняя важность, она мешает быстрым результатам, быстрому исполнению желания. Где мне хочется? Хочется ли мне голубого, где-то синего еще? Синего не хочется, я хочу фиолетовый. Вот не знаю почему, очень хочу фиолетовый. Сейчас, вот в этот период коридора затмений, помните затмение, которое, например, было в прошлом году, оно крайний раз было аж 18 лет назад, в 2004, да, то есть то, что вы заложили, да, вы вот недавно совершенно пожинали, поэтому, чтобы пожинать через 18 лет все самое прекрасное и лучшее в этом мире, прорабатывайте деньги, прорабатывайте отношения, прорабатывайте любовь. Потому что если вы будете счастливы, здоровы, и у вас будут деньги, поверьте мне, вам ничего, кроме такого вот, не нужно будет, чтобы сделать вас счастливыми. Пусть у вас будет жизнерадостная работа, да, то есть такое тоже возможно. Если она у вас будет какая-то, на ваш взгляд, томная, темная, такое тоже возможно. Это ваши эмоции. В данном случае я бы охарактеризовала, вы прислушиваетесь к себе, но я бы охарактеризовала, что если работа темная, это какая-то загадка, да, в вашей жизни. А если работа жизнерадостная, что наоборот, вы переживаете всю гамму, весь спектр эмоций, которые вот только способен пережить человека, это наоборот только чудесно. Зелененького хочется. А вот здесь вот мы забыли лучики отпустить. Вот, как-то так у меня все выглядит. И линии поля, и фиксация. Так. Линия поля может быть идти там, где, господи, либо уже по существующим, либо по новым линиям.
может расходиться, да? И вы можете теперь зафиксировать, сделать фиксацию. Вы видели, что я часто делаю не одну фиксацию, а две. Но чаще всего все рекомендуют одну. Почему? Ну тогда у вас будет разнобой куда? Сюда, 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 да? Я умею с этим справляться, поэтому я себе это позволяю. Вы делаете не так, как правильно, вы делаете так, как вы чувствуете. И во всей этой вселенной вот оно что главное. Вот. Что ж, я, пожалуй, закончила. Мои мечты исполнены. И я желаю, чтобы ваши желания тоже исполнились. Я благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а для тех, кто хочет угостить меня кофе, реквизиты указаны в первом прикрепленном комментарии. Я желаю вам счастья. Пока-пока.